Решили приготовить что-нибудь вкусненькое, но времени в обрез? Эти два рецепта спасут ваш ужин. Простое, но невероятно вкусное и любимое сочетание для многих – картошка с курицей в духовке. Ингредиенты все простые и доступные, но результат – настоящий домашний шедевр. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто задается вопросом, что приготовить на ужин быстро и вкусно. И начнем мы приготовление нашей вкусной курицы. Пока я разделываю курицу, покажу вам один интересный и полезный трюк. Мы берем куриные голени и аккуратно делаем ножницами надрез. Этот надрез, такая курица, называется курица-бабочка. Посмотрите, все очень просто. Надрезаем кожицу вместе с мякотью у куриных ножек и обрезаем мякоть немножечко вокруг косточки. И получается вот такая вот красивая бабочка. Для чего это делается? Все просто. Когда мы раскрываем курицу таким образом, она готовится быстрее и равномернее. И корочка получается золотистой со всех сторон. А еще, честно говоря, выглядит это очень эффектно на тарелке при подаче. Поэтому, если вы хотите удивить свою семью или гостей, этот способ точно для вас. Такая курица не только красиво и оригинально выглядит, но и готовится гораздо быстрее. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. Я буду очень рада нашему с вами знакомству. А также не стесняйтесь писать комментарии, сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. Займемся маринадом. Я наливаю в миску 3-4 столовых ложки растительного масла. Добавляю немного паприки. Здесь у меня немного сушеного лука и щепотку куркумы. Куркума очень полезный ингредиент для здоровья. Обязательно добавляйте ее в ваше блюдо и не будете болеть. А также добавляю немного черного молотого перца и сладкую паприку по вкусу. Все специи даю произвольно, на ваш вкус. Можете добавить по щепотке или по половинке чайной ложечки. Половинку лимона отжимаю сок и добавляю сок лимона в наш маринад для курицы. Лимон не только придает легкую кислинку, но и помогает мясу стать еще более нежным, пропитывая его цитрусовым ароматом. Теперь займемся чесноком. Беру 2 или 3 зубчика чеснока. Нам нужно мелко измельчить, порубить чеснок. Чеснок – это тот ингредиент, который всегда добавляет глубины любому блюду. Он не только усиливает вкус, но и придает блюду тот самый аромат, который делает его по-настоящему домашним и уютным. Только представьте, друзья, курочка с картошечкой и ароматным чесноком – это настоящая вкуснятина, перед которой сложно устоять. Чеснок добавляет блюду тот самый домашний уютный вкус, от которого хочется съесть все до последней крошки. Добавляю половину чеснока в маринад, а оставшийся чеснок пока оставим для приготовления, для дальнейшего приготовления. Все хорошо перемешали, и наш маринад для курицы готов. Я беру блюдо или миску и выкладываю в миску наши куриные голени, бабочки. Выкладываю в один слой. Посмотрите, какие красивые куриные ножки получились. Очень необычно, аппетитно выглядят. Теперь беру маринад для курицы и хорошенько со всех сторон смазываю курицу нашим подготовленным маринадом. С чесноком, куркумой, паприкой, со специями. Очень вкусный маринад. Курочка получится, просто пальчики оближешь. Можно смазать курицу соусом при помощи кисточки, или также маленький лайфхак, маленький секретик, который многие из вас знают и многие пользуются. Можно перемешать курицу с маринадом, натереть ее маринадом, одев обыкновенные перчатки одноразовые, которые уберегут ваши ручки, руки останутся чистыми и не будут пахнуть чесноком. Готово, друзья! Хорошенько натерли курочку маринадом. Закрываем миску пищевой пленкой, можно накрыть просто обычным целлофановым пакетиком и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут, чтобы курица хорошо промариновалась.
А тем временем мы с вами займемся картошкой. Картошка – идеальный вариант для быстрого и вкусного сытного ужина. Можно готовить ее на сковороде, но запеченная в духовке картошечка – это что-то особенное. Думаю, каждый из вас помнит этот вкус наизусть. Это вкус нашего детства, домашнего уюта, это вкус любимых маминых и бабушкиных блюд, которые невозможно забыть. Именно поэтому картошечка в духовке всегда неизменный фаворит и любимый рецепт в каждой семье. А также картошка, запеченная в духовке, более полезное блюдо, чем просто жареная картошка на сковороде. Для рецепта я взяла 6 штук крупных картофелин. Разрезаем каждую картофельную пополам. Затем еще раз пополам. А потом нарезаем ее крупными ломтиками. Именно такие кусочки идеально подходят для запекания. Они остаются мягкими внутри, в серединке, и при этом получают хрустящую корочку снаружи. Но если вы предпочитаете картофель, нарезанный кружками, то нарежьте картошку толстыми ломтиками, толстыми кружочками. Здесь выбор формы нарезки картофеля по вашему желанию. Также вы можете очистить картошку от кожицы, но картошка с кожицей сохраняет больше полезных веществ и добавляет немного дополнительной хрустящей корочки при запекании. Главное – это хорошенько вымойте картошку перед тем, как ее нарезать. Лучше с использованием щеточки. И при таком способе мы максимально сохраним цвет, вкус, форму и все витамины в нашей запеченной картошке. Все уже практически готово, друзья. Картошку нарезали. Я вскипятила в кастрюле воду и добавляю сюда чайную ложку соли. Отправляю нарезанную ломтиками картошку в кипящую воду. Накрываю крышкой и варю ровно 2 минуты с момента закипания. Благодаря тому, что мы с вами доведем картошку до полуготовности, этот маленький секретик ускорит приготовление картошки в духовке минимум в 3 раза. Такой способ приготовления сделает картошку при запекании еще более мягкой, нежной внутри и с румяной хрустящей корочкой снаружи. Я слила воду с картошки и теперь приправляю ее специями. Добавляю немного сладкой паприки, черного молотого перчика. Специи, опять же, на ваш вкус. Вы можете добавить просто готовую приправу для картошки. А также приправляю картошку немного по вкусу щепоткой соли и добавлю щепотку итальянских трав для усиления вкуса и аромата. Сбрызгиваю картошку, поливаю растительным маслом, буквально 1-2 столовых ложки будет достаточно. И для тех, кто любит более насыщенный вкус, можно натереть в картошку немного твердого сыра. Он добавит не только дополнительный вкус, но и создаст аппетитную хрустящую корочку снаружи. Все хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусочек картошки пропитался специями, сыром и маслом. Разогреваем в сковороде немного масла. Вернемся к нашей курочке, она уже хорошо пропиталась маринадом. Снимаем пищевую пленку и, когда масло хорошо разогреется, выкладываем кусочки курицы на горячую сковородку. Маленький секретик: выкладываем курицу на сковородку в один слой. Дайте кусочкам курицы немного пространства на сковороде, чтобы быстрее образовалась хрустящая аппетитная корочка. Для этого возьмите либо сковородку побольше, либо обжарьте курицу в 2 приема. Обжариваем курицу по 3-5 минут на среднем огне до образования красивой золотистой корочки. Жарить можно на любом масле, можно на растительном, можно на топленом, можно на смеси топленого и растительного. В миске смешиваю 2 столовых ложки оливкового масла и добавляю немного черного перца, сладкой паприки,
Сюда же добавляем оставшийся чеснок и придадим небольшую изюминку нашей глазури для курицы. Вливаем сюда 2 столовых ложки соевого соуса. Эта глазурь для курицы придаст невероятно аппетитную глянцевую корочку нашей запеченной курочке. А если вы хотите еще больше усилить вкус и аромат, я рекомендую добавить в глазурь 1 столовую ложку меда, на ваш выбор. Все хорошо перемешиваем, и все уже готово, друзья. Переворачиваем курицу. Посмотрите, какая красивая, аппетитная, хрустящая, золотистая корочка получается. Курочка уже выглядит просто потрясающе. Перевернули курицу и обжариваем с другой стороны еще по 2-3 минутки. Тем временем я беру обычный противень, большой для духовки, и застилаю его пергаментом или фольгой, чтобы потом пришлось мыть меньше посуды и ничего не подгорело. И раскладываю на противне подготовленные ломтики картошки. Главное, раскладываем картофель в один слой, так, чтобы вся картошечка уместилась. Сверху кладу решетку, обычная решетка из духовки по размеру противня, и на решетку выкладываю обжаренные куриные ножки. Аромат стоит просто потрясающий, друзья. Уже невозможно дождаться, когда начнется ужин. Вся семья ходит кругами и в предвкушении и ожидании вкусного ужина. Теперь я беру глазурь с соевым соусом и смазываю сверху кусочки курицы. Здесь у нас чесночок, приправы, специи, соевый соус и, как я уже говорила, по желанию вы можете добавить в эту глазурь немного меда. Благодаря глазури получится очень вкусная, с таким характерным, приятным, глубоким вкусом курица в готовом виде. Эту курицу вы можете готовить как для обычного повседневного ужина, так и на праздничный стол. Ведь не зря курица с картошкой уже давно покорила мир своей простотой приготовления и великолепным домашним вкусом. Я отправляю курицу с картошкой в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Тем временем быстренько приготовим вкуснейший минутный соус. Натираем на мелкой терке аккуратненько только самый верхний желтый слой цедры. Это важно, чтобы не захватить белую часть, чтобы лимон не горчил. Натертую цедру отправляю в мисочку с майонезом или сметаной. 2-3 столовых ложки майонеза или сметаны на ваш выбор. Добавляю немного черного молотого перца и по паре щепоток ваших любимых специй. Я добавляю щепотку хлопьев сладкой паприки и немного соли по вкусу. Все хорошо перемешиваю, и соус уже готов. Напоследок мелко порубим небольшой пучок зелени для подачи. Петрушка, укроп или любая другая зелень, которая вам подойдет по вкусу, прекрасно завершит это великолепное простое домашнее блюдо. Также вместо петрушки вы можете мелко нарезать небольшой пучок зеленого лука. Достаем курицу с картошкой из духовки, переворачиваем кусочки и теперь с другой стороны мы точно так же смазываем курицу глазурью, оставшейся с соевым соусом и чесноком, для того, чтобы курица зарумянилась с другой стороны, приобрела со всех сторон красивую, вкусную, аппетитную корочку. Вот так хорошенько со всех сторон смазываем кусочки курицы, оставшейся глазурью. Я отправляю курицу с картошкой в духовку еще на 15 минут и запекаю ровно 15 минут при температуре 180 градусов. Может быть, у вас даже уйдет не 15, а 10 минут на подрумянивание курочки с другой стороны. Отправляю в духовку, и все уже готово, друзья. И курица с картошкой уже полностью готовы. Посмотрите, как это просто вкусно по-домашнему. Выкладываем на тарелку курицу и запеченную картошку. Давайте скорее отрежем кусочек и попробуем, что у нас получилось. Вот такая вот нежная, мягкая курочка. Ее можно есть даже губами. Настолько она нежная получилась и очень вкусная.
И картошечка тоже очень мягкая, невероятно мягкая, ароматная, очень-очень вкусная. Обязательно приготовьте, друзья, этот простой и вкусный рецепт ужина. Недаром он покорил весь мир. И также маленький совет. Вы можете заранее замариновать курицу, чтобы потом на приготовление ужина у вас ушло не более 10 минут плюс время в духовке. А сейчас приготовьтесь смотреть еще один вкусный рецепт. Быстрый и очень вкусный ужин за считанные минуты. Готовка займет у вас меньше времени, чем вы потратите на поход в магазин, ведь все продукты найдутся в каждом доме. Обещаю, никаких экзотических ингредиентов, только то, что есть у вас на кухне. Посмотрите, как аппетитно тянется сыр, это очень вкусно. Для рецепта нам понадобится половинка обычного кочана капусты. Капусту нужно тоненько нашинковать при помощи острого ножа или шинковки для капусты. Капусту для этого рецепта можно использовать любого сорта. У меня сегодня вот такой интересный сорт, но на самом деле для этого рецепта прекрасно подойдет обычная белокочанная капуста. Вы также можете заменить белокочанную капусту пекинской, например, а она получается еще более нежной. Вот так вот тоненько нашинковали капусту. Чем тоньше нашинкуете, тем быстрее она приготовится. Перекладываю капусту в миску или любую емкость. Заливаем капусту кипятком, мой чайник только что вскипел. И оставляем минут на 10-15, чтобы капуста обмякла. Благодаря такому приему без варки в капусте сохраняется большое количество витаминов, и она становится достаточно мягкой для дальнейшей кулинарной обработки. И займемся картошкой. Для рецепта мне понадобится 3 крупных картофелины. Картошку натираем на терке. Я сегодня хочу натереть картофель на средней терке. Вы также можете натереть его на крупной или на совсем мелкой терке, по вашему желанию. От того, какой теркой вы воспользуетесь, будет зависеть консистенция готовых драников. Мы сегодня с вами готовим очень вкусные и необычные драники. Таких вы точно еще не пробовали. Вкусные, сочные, хрустящие, с необыкновенно нежной начинкой. Натертую картошку теперь нужно хорошенько отжать. Я набираю горсть картофеля и вот так вот сжимаю его в ладонях, хорошенько отжимая лишнюю влагу. Драники получатся более хрустящими, с золотистой корочкой, потому что лишняя влага дает излишний пар и мешает образоваться хрустящей золотистой корочке. А я напоминаю вам, друзья, что сегодня мы с вами готовим очень быстрый, вкусный и достаточно простой ужин для всей семьи из капусты с картошкой, из самых простых и доступных ингредиентов. Все ингредиенты я оставлю для вас в описании под видео. Обязательно загляните и, конечно, делитесь рецептом с друзьями, потому что эту вкуснятину обязательно стоит приготовить и попробовать. Отжали картошку и сложили ее в миску для приготовления теста. Самое время вернуться к нашей капусте. Капуста за это время обмякла и вода уже остыла. Убедитесь, что вода хорошо остыла и в миске не кипяток, чтобы вы не обожгли руки. Перекладываем капусту в миску или просто сливаем с нее воду. И также хорошенько отжимаем капусту руками, чтобы удалить из нее лишнюю влагу. Капуста добавит нашим драникам сочности и еще более хрустящей текстуры и, конечно же, нежности. Кстати, капусту можно заменить на любые другие овощи, например, на кабачок или морковь. Но помните, друзья, что эти овощи имеют другую консистенцию, структуру, поэтому время приготовления может немного отличаться. Я хорошенько отжимаю капусту и добавляю ее в миску к картофелю. И сразу же сюда, прямо в миску с картошкой и капустой, я натираю одну репчатую луковицу. Лук я тру на мелкой терке. И здесь один маленький секретик. Когда мы натираем лук прямо в картошку, то мы тем самым предотвращаем окисление картофеля, и он не темнеет. А также лук придаст сочности и нежности.
одну морковку я тоже натираю на средней терке, можно натереть на крупной, но сегодня я хочу приготовить очень нежные драники, поэтому все ингредиенты натираю именно на средней терочке. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас. Отправляю морковку в миску к овощам. Здесь у меня картошка, лук, капуста и морковка. И также нарезаю меленько один пучок зеленого лука. Вы можете заменить зеленый лук на любую другую зелень по вашему вкусу, например, на укроп или петрушку. И отправляем зеленый лук также в миску к картошке с капустой. Получится очень вкусно, красиво и полезно. Посмотрите, сколько красок, сколько витаминов в этом блюде. Сюда же разбиваю одно яйцо и по вкусу добавляю соль и черный молотый перец. По желанию можете добавить какие-то другие специи, которые вы любите в блюдах из картошки. Хорошенько все перемешиваем. Можете добавить сюда приправу для картофеля, который продается уже готовый в магазине по вашему вкусу и по вашему желанию. Сюда же добавляю 2 столовых ложки муки и еще раз все хорошенько перемешиваем. Тесто для драников полностью готово. Если вы видите, что недостаточно яиц, вы можете разбить сюда еще 1-2 яйца, ориентируйтесь по консистенции. Я ставлю разогреваться сковородку. Жарить драники можно на растительном масле или на сливочном. Я жарю на топленом масле. Масло выбирайте по вашему вкусу, по вашему желанию. На горячую сковородку я аккуратненько выкладываю 1-2 столовых ложки таких полных с горкой картофельно-капустной массы, распределяю и обжариваю по 2-3 минутки на среднем огне с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Вот такие вот аппетитные блинчики у нас получаются. Готовые блинчики складываем на тарелку. Из этого количества теста получается где-то 6 больших драников. Жарятся очень быстро, так что вы пожарите все блинчики буквально за 10-15 минут. А я напоминаю, что мы сегодня, друзья, готовим с вами очень вкусные драники с начинкой. Это очень вкусное и сытное блюдо, которое согреет вас холодными вечерами. А еще оно очень простое в приготовлении, так что с его приготовлением справится даже начинающий кулинар. И маленький секретик, для того, чтобы вы могли приготовить это блюдо буквально за 5-10 минут, мы с вами подготавливаем заранее, жарим блинчики, готовим начинку, а потом храним просто все в готовом виде в холодильнике. И когда нужно, когда мы хотим приготовить быстрый вкусный ужин, просто разогреваем необходимое количество драников и подаем к столу вкусными, горяченькими, хрустящими, с сочной вкусной начинкой. И я как раз сейчас хочу приготовить очень вкусную начинку для этих драников. Начинка может быть абсолютно любая, на ваш выбор, по вашему вкусу. Начинка может быть мясная, овощная, здесь простор для вашей фантазии. Я сегодня хочу приготовить очень вкусную начинку из курицы с грибами. И для начала я нарезаю полукольцами или четвертькольцами 2 среднего размера луковицы. Обжариваем лук 2-3 минуты, не слишком долго, на среднем огне и периодически помешиваем, чтобы у нас ничего не подгорело. Жарим на растительном или на сливочном масле. И также для начинки мне понадобится 1 куриное филе. Нарезаем куриную грудку, разрезаем сначала вдоль пополам, а затем нарезаем вот такими вот кусочками. Сейчас мы с вами готовим очень нежную начинку из курицы с грибами. Поэтому я сразу же советую приготовить начинку с запасом. Готовьте двойную порцию. Она такая вкусная, что ее можно использовать не только для драников, но и для других блюд.
Попробуйте добавить ее к макаронам, рису или картофельному пюре. К любому гарниру она будет просто великолепно с ними сочетаться. Это отличная идея для разнообразного меню на всю неделю. Просто разложите начинку по контейнерам порционным, так вы всегда будете иметь под рукой вкусный и быстрый ужин, который нужно будет только разогреть. Можете хранить в холодильнике, а можете в морозилке. Я добавляю куриное филе к луку и обжариваю лук с курицей буквально в течение 5 минут, тоже периодически помешиваю. Огонь делаю средний, так чтобы курица тушилась и не слишком сильно зажаривалась, так она получается более нежной. Также для более яркого вкуса я хочу добавить в начинку грибы. У меня шампиньоны, можете взять абсолютно любые грибы на ваш вкус, на ваш выбор. Можете даже приготовить это блюдо с листными грибами, получится еще более яркое и ароматное сочетание. Но шампиньоны более доступные, поэтому вы их без проблем найдете в любом ближайшем магазине. Нарезаем шампиньоны вот такими вот крупными кусочками. У меня здесь где-то грамм 200 шампиньонов. И отправляю грибы к курице. И обжариваем буквально в течение 5 минут, чтобы влага из грибов немного испарилась. Друзья, аромат стоит просто на весь дом, потрясающе пахнет грибами, очень ароматно, очень вкусно, по-домашнему. Я добавляю в начинку из курицы с грибами немного сметаны, буквально 2-3 столовых ложки. Вместо сметаны вы можете взять сливки. Сливки можно брать даже не слишком жирные, 20% жирности прекрасно подойдут. И, конечно, добавим немного зелени для вкуса, цвета и аромата. Я добавляю петрушку. Петрушку вы можете заменить укропом или любой другой зеленью на ваш вкус. И отправляю зелень в начинку. Также я хочу натереть начинку пару зубчиков чеснока для пикантности и вкуса. 2 зубчика чеснока на мой вкус, вы ориентируетесь по вкусам вашей семьи. Начинка получается очень нежная, очень вкусная, она наподобие жульена. Приправляю по вкусу солью и черным молотым перцем. Все, осталось только все хорошо перемешать и буквально пару минут еще довести до готовности. Один блинчик картофельный, один драник выкладываем на тарелку, и сверху на драник я кладу 1-2 столовых ложки куриной начинки. Небольшой кусочек сыра натираем на терке. Примерно половину сыра мы добавим в начинку. И оставим немного сыра для того, чтобы посыпать драники перед тем, как отправить их в духовку. Для того, чтобы драники получились вкусными, красивыми, с аппетитной золотистой хрустящей сырной корочкой. Натерли сыр. Посыпаем начинку тертым сыром. Сыра не жалеем, чем больше, тем вкуснее получится. Накрываем начинку свободной стороной драника. И аккуратно выкладываем драники на противень. Противень я застилаю пергаментом, чтобы мыть меньше посуды. Точно таким же образом готовим остальные драники. Как я уже говорила, друзья, вы можете приготовить эти драники на всю неделю, приготовить их побольше, поставить в холодильник или заморозить даже, и просто при приготовлении ужина разогревать необходимое количество. Я сейчас 3 драника сразу же подам на стол, они у меня будут горяченькими, а 3 остальных оставлю в холодильнике до следующего ужина, до завтра. Сверху также посыпаем оставшимся тертым сыром. Духовку я уже разогрела, температура 180 градусов. Отправляю в горячую духовку на 5-10 минут до расплавления сыра. Если хотите, подержите чуть подольше, до золотистой корочки. Посмотрите, какая вкуснота у нас получилась. Достаем из духовки, сверху посыпаем немного зеленым лучком, и уже просто не терпится попробовать, какие они внутри и какие получились на вкус. Очень нежная, хрустящая сырная корочка, а внутри посмотрите, какая нежнейшая начинка.
Курочка, грибы, сыр, сметана. Это невероятно вкусно, друзья. Я готова есть такую картошку с капустой каждый день. Только посмотрите, как тянется сыр. Очень вкусно.